Katja? Es ist 9:30. Wieso bist du noch nicht fertig? Schatz, wir treffen uns um 11:15 erst. Entspann dich. Der Termin ist um 11:15 und nicht um 11:45. Wir müssen los. Hä? Um 9:15? Und du hast mir nichts gesagt? Если вы хотите избежать подобных ситуаций, смотрите это видео до конца. В немецком о времени можно говорить в двух вариантах. Первый вариант — это официальный, который вы найдете во всех учебниках, и который вы, скорее всего, уже выучили. Второй вариант — это тот, который введет вас в замешательство, когда вы его услышите. Я более чем уверена, что первый вариант вы уже освоили, поэтому сразу приступаем ко второму. Если вы все-таки еще не проходили тему времени или забыли, как говорить о времени на обычном немецком, то переходите обязательно в описание к этому видео. Там я оставляю все примеры, о которых говорю в этом видео, на обычном немецком, стандартном, который вы найдете в учебниках, и на нестандартном, о котором я говорю в этом видео. Итак, допустим, вы договариваетесь о встрече с вашим другом, и ваш друг пишет следующее предложение. Wir treffen uns um 9:15. Не um 9:15 oder um 9:15, а просто 9:15. Еще и с маленькой буквы написал. Что вы подумаете в этот момент? Вы встречаетесь в 9:15 или в 10:15? Я бы, наверное, подумала в 10:15, потому что все-таки viertel и 10 и... Что еще подумать? Но я бы оказалась не права, потому что 9:10 значит 9:15. Это что-то наподобие половины 10, только с четвертью. Четверть 10, 9:10, 9:15. Точно так же 3:10. Это не 10:45, как можно было бы подумать, просто переводя слова, а 9:45, как бы 3/4 10. Из основного материала А1 мы знаем, что немцы уважают каждую минуту своего времени. Поэтому они говорят, например, не 9:25, а 5 минут до половины 10. 5 vor halb 10. В некоторых землях Германии, в основном это южные и восточные земли, можно услышать то же самое с четвертью. То есть не 5 минут до половины 10, а 10 минут после четверти 10. 10 nach viertel 10. 9:25. 10 минут после четверти 10. Или не без 5:10, а 10 nach 3/4 10. 10 минут после без 15:10. После 3/4 10. Для 35 минут можно услышать 10 минут до 3/4. Es ist 10 vor 3/4. Дословно сейчас 10 минут до 3/4. Точно так же 5 минут 10 можно сказать как 10 vor 9:15. И без 10:10 можно сказать 5 vor 3/4. Если вам этих цифр только что было слишком много, то опять же переходите в описание. Там я оставила не только обычный официальный вариант того, как мы говорим о времени в немецком, но и второй вариант, да, как разговорный, о котором я говорю сейчас. Обратите внимание, что когда мы говорим о времени в этом самом втором, немножко странном варианте, то мы не пишем слово Viertel с большой буквы. Wir sehen uns um 9:15. Мы не употребляем предлог nach 10, да, um 9:15 или um 10:15 и пишем слово Viertel с маленькой буквы. Если же мы употребляем предлог, например, wir sehen uns um 9:15, в таком случае мы употребляем слово Viertel как полноценное существительное и пишем его с большой буквы. Пример. Мы увидимся в 15 минут 11. Первый вариант. Wir sehen uns um 9:15. Viertel с большой буквы, и у нас есть предлог nach. Второй вариант. Wir sehen uns um 10:15. Здесь нет никакого предлога, и слово Viertel пишется с маленькой буквы. Как вы поняли, немцы относятся с уважением к четверти. Поэтому можно часто услышать
особое определение 45 минутам. Не просто 45 минут, а 3/4 от часа. 3/4 Stunde. И это сочетание можно услышать достаточно часто. Например, в следующем контексте. Ich brauche nur eine Dreiviertelstunde nach Hamburg. Also kann ich später losfahren. Мне нужно всего 45 минут до Гамбурга, поэтому я могу позже выехать. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам оно понравилось, то я уверена, вам понравится и это, а может даже вот это. Идите проверять, подписывайтесь, если вы этого еще не сделали, рассказывайте друзьям и увидимся на следующей неделе. Пока! Der Termin ist um 10:45 und nicht... Und so wirklich nach 11. Außerdem ist der Termin um 10:45. Der Termin ist um 10:45, nicht um 11:15. Wir müssen los.